Всем привет! Меня зовут Мария, и сегодня я расскажу вам о своей коллекции кукол. И начнем мы с самой большой куклы в моей коллекции. Ее зовут Су, и мы распечатали ее на 3D принтере. Вы уже могли видеть ее в других моих видео. Свое имя Су получила от главной солистки группы Baby Metal. По характеру наша Су – добрая, милая и спокойная девушка, которая любит проводить свободное время за прогулками или чтением книг. Изначально мы напечатали Су в сером скинтоне, а чуть позже перепечатали в телесном. К сожалению, из-за того, что туловище Су довольно тяжелое, она не может самостоятельно стоять. Но мы уже работаем над этой проблемой, и, возможно, вскоре у нее появится для этого специальная поддержка. Следующую куклу в моей коллекции зовут Адель. Адель – кукла фирмы Minifee и имеет молд Мирвин. Адель у меня появилась почти одновременно с Су. Имя для нее нашлось сразу. При первом взгляде на нее думаешь о том, какая она холодная и неприступная красавица. Подвижность у Адель немного отличается от подвижности Су. Адель куда неохотнее принимает какие-либо статичные позы, но зато она может стоять самостоятельно. Голова у Адель снимается, из-за этого у нее больше всего пошитой мной одежды. Су, например, нужно пришивать липучки. Про одежду Адель у меня также есть отдельное видео на канале. Совсем недавно Адель сменила цвет и длину волос. Я сделала для нее парик на пробу, и вместе с париком, на удивление, поменялся и образ. Адель как будто немного помолодела, и из взрослой девушки превратилась в подростка. Формат Адель 1:4. Следующие куклы в моей коллекции – это Люся и Дуся. Эти куклы компании Xiaomi под названием Monst. Сначала я купила Дусю, меня просто покорило ее забавное выражение лица, а потом решила приобрести к ней в компанию подругу и назвала ее Люся. Я просто в восторге от этих кукол. У них очень хорошее и подвижное тело, есть шарниры в запястьях и ногах. К сожалению, из-за тяжелых голов они не могут самостоятельно стоять, хотя я не пробовала их ставить в обуви. Одежда, в которую они одеты сейчас, шла вместе с ними в комплекте. Про пошив дополнительной одежды для кукол Monst у меня также есть отдельное видео на канале. По размеру эти куклы ближе к формату 1:6. Имена они получили очень быстро. Дуся из-за своей злой мордашки. В сети ее часто называют Букой. А Люся, в противовес подруге, имеет очень нежный и ранимый характер. Совсем недавно компания выпустила новую линейку этих кукол с дополнительными мордашками. Я пока еще думаю, буду ли кого-нибудь покупать к себе в коллекцию. Уж очень забавный дуэт двух девочек у меня сложился. И пока мне не хотелось бы его разбивать. Итак, двигаемся дальше. И на очереди у нас 3 Барби. Именно с них и началось мое коллекционирование кукол. Первая Барби из серии «Безграничное движение» – спортсменка-баскетболистка. Вторая – это Барби-йога брюнетка. И третья, светленькая, это Барби-йога на пышном теле. Все трое появились у меня одновременно. Сейчас на них наряды, купленные на сайте AliExpress. Я сделала большой заказ с сайта, когда купила их. Тогда я еще не шила одежду самостоятельно. Когда я впервые увидела их в магазине, меня просто поразила их подвижность. Последнее, что я помнила о куклах, это то, что ноги у них сгибаются на щелчки. Так что серия с йогами была для меня своего рода прорывом. Хоть сами куклы и появились у меня достаточно давно, свои имена они получили сравнительно недавно. Итак, их зовут Дел, Лена и Ася. Лена и Ася названы, как и их подруга, в честь компаний Lenovo и Asus. Сейчас уже и не вспомню, почему они получили именно такие имена, но складывается впечатление, что они подходят 3 подружкам. В фотоисториях эти куклы участвуют довольно редко. Поэтому что-либо об их характерах сказать довольно сложно, но, возможно, это исправится в будущем. Двигаемся дальше. На очереди у нас первый гибрид в коллекции. Это кукла с головой Рапунцель из серии «Принцесс в пижамах» от Hasbro. На теле Озон Doll, купленном на AliExpress. Эту куклу зовут Злата, и я ее просто обожаю. Изначально Рапунцель подарила мне мама на Новый год. Мы вместе тогда были в детском мире, и нас обеих просто покорило ее забавное выражение лица. Не знаю, какую именно эмоцию задумывали создатели, но эта ее чуть неловкая улыбка и поднятые вверх брови придают ей в целом весьма ошалелый вид. Многие жаловались на волосы у кукол этой серии, но я ничего плохого о них сказать не могу.
Единственное, чтобы они сильно не распушились, пришлось убрать их в косичку. Родное тело у куклы тоже было весьма неплохое. Я даже как-то раз делала с ней зимнюю фотосессию. Единственное, немного смущало отсутствие шарниров в коленях. Тело Озон мы заказывали на пробу и для совершенно другой куклы. Для заказанной куклы оно не подошло и досталось Злате. Вместе с телом мне пришел целый комплект жестовых рук. Само тело очень подвижное и приятное на ощупь. После этого эксперимента мне захотелось поселить у себя в доме одну из кукол Озон Долл. Но вернемся к Злате. Описать ее характер можно всего одним словом – Злата странная. Она часто появляется в неожиданных местах и в довольно неожиданном виде. Я думаю, будет интересно поработать над ее историей в дальнейшем. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Эмберли из серии Cave Club. Эмберли мне подарил мой тайный Санта на новогодних посиделках питерских кукольников. И она просто замечательная. Когда только анонсировали серию Cave Club, именно Эмберли была той куклой, которая мне больше всего понравилась. Меня очень привлекла цветовая палитра и то, как выглядит ее лицо. Еще я просто в восторге от скульпта и подвижности всех кукол Cave Club. У них очень интересная стилизация и форма тела. Да и тематика пещерных доисторических людей кажется мне весьма интересной. Но при всем при этом Эмберли – это не первая кукла из этой серии, которая поселилась на моих полках. Ведь когда мы с мужем пришли в магазин, мое внимание на себя полностью перетянула Рорелей. Эта кукла тоже из базовой линейки Cave Club. У меня дома она носит имя Рия, и у нее есть вот такой вот друг-динозавр. Сейчас она одета в пижаму, которую я шила сама для фотосессии с девичником. Об этом у меня есть отдельное видео на канале. Рия сидит у меня на рабочем столе и по праву может называться моей любимицей. У нее есть прописанная история. В ней Рия девочка 12 лет, которая просто обожает динозавров и любит проводить время с друзьями. Рия также часто участвует в наших фотосессиях. Идем дальше. И следующая кукла в моей коллекции – это принцесса Аи. На нее я снимала отдельный полноценный обзор с распаковкой, где подробно рассказывала ее плюсы и минусы. Его также можно найти у меня на канале. Так что сейчас не буду на этом останавливаться. Скажу лишь, что эта кукла занимает почетное место в моей коллекции. Она стоит на полке и радует глаз. Я ее воспринимаю скорее как фигурку, чем куклу, и, конечно, своего рода артефакт моего детства. Двигаемся дальше. На очереди у нас кукла с очень необычной историей. Ее зовут Чия, в честь очень вкусных конфет. Изначально она была куплена на донорство. У нее очень хорошее тело со множеством шарниров. Но когда она приехала, муж посмотрел на нее и сказал, что не даст разбирать ее на запчасти. Позже я нашла еще один лот, где продавалось только тело, а Чия так и осталась в коллекции. Я сшила для нее кимоно и сделала заколки-бабочки. Получился вот такой нежный и весенний образ. Позже на просторах Алиэкспресса мне попалась кукла в очень похожем образе. Я тут же купила ее. Так у Чия появилась младшая сестренка по имени Рия. Вот такая необычная история. Движемся дальше. На очереди у нас младшая сестренка Барби и еще одна баскетболистка в коллекции – Стейси. Ее я купила, потому что мне было очень интересно попробовать формат. Но еще из-за того, что у нее есть шарниры в локтях и коленях. Для фотосессий это бывает очень важно. Кукла оказалась просто замечательной. У нее довольно милое выражение лица, и она быстро вписалась в коллекцию. У меня она получила имя София. По истории, у нее остались ее изначальная любовь к спорту и активному образу жизни. Она дружит с Рией, а также участвует в фотоистории с девичьими посиделками. А еще у них с Адель одинаковые ночные рубашки. Идем дальше. И на очереди у нас последняя подружка из троицы – Кавай Кьют. Кавай Кьют из линейки кукол Fail Fix. И мне нравится в ней буквально все. У нее очень хорошее тело с шарнирами в руках и ногах, интересный мейк и самое необычное – вставные глаза, как у моих БЖД кукол. Сейчас она стоит в летнем платье из еще не анонсированной истории. Меня привлекли эти куклы еще с момента анонса. Конечно, элемент сюрприза немного пугал. Мне не очень
понравились другие версии этой куклы, но та, что мне попалась, быстро вписалась в коллекцию. Она также участвует в фотоисториях. Свое имя она так и не поменяла. Между собой мы так и зовем ее Kawaii Cute. По сюжету она творческая девочка, которая любит шить и рисовать. А еще она дружит с Рией и Софией. Двигаемся дальше, и тут нам становится понятно, куда делась оригинальная одежда Kawaii Cute. Знакомьтесь, перед вами второй гибрид моей коллекции. Я не знаю точно, от какой куклы эта голова. Я просто заказала ее на Алиэкспрессе. Уж очень мне понравилась ее улыбка и цвет волос. Именно для нее я заказывала тело Чиа. Но оно, к сожалению, не подошло. Поэтому позже я заказала еще одну, такое же безымянное. Знакомые кукольники рассказали мне, что тело очень похоже на кукол Boxy Girls. Я погуглила, и оказалось, что так оно и есть. Мне кажется, что куколка получилась весьма привлекательной. По сюжету я думаю, что это младшая или двоюродная сестра Kawaii Cute, но они еще не знакомы, так как стоят в данный момент на разных полках. Вот так, чего только не найдешь на просторах Алиэкспресса. Двигаемся дальше. И следующая кукла в моей коллекции – это базовая Raven Queen из линейки кукол Ever After High. Это мой любимый персонаж из всей линейки. Она совершенно случайно попалась мне на Авито, с коробкой и всем содержимым. Я думаю, даже не стоит говорить, насколько она классная. Я бы очень хотела подселить к себе еще кого-нибудь из уверяшек, если будет такая возможность. Сейчас она тоже стоит у меня на полке, больше как фигурка, чем как кукла, с которой я взаимодействую. А до этого она довольно длительное время стояла у меня на рабочем столе. Дальше у нас идет еще одна Рейвен из коллекции День коронации. Она меня просто покорила своим волшебным нарядом. Я ее купила также с рук, но у нее тоже сохранились все аксессуары, включая маску и сумочку. Как вы уже успели заметить, у меня в коллекции мало кукол в платьях, и поэтому эта Рейвен занимает среди них особое положение. Итак, последний на сегодня, довольно необычный обитатель моей коллекции, это шарнирный кот по имени Коржик. Его я также купила на Алиэкспрессе, и он хорошо подходит куклам формата 1:3. У него подвижные лапы и хвост, и его можно ставить в разные позы. Когда я впервые увидела его на сайте, то просто влюбилась. Уж очень обаятельная у него мордочка. Ну вот и все. Теперь вы знаете, как примерно выглядит моя коллекция кукол. Конечно, здесь я показала вам свой основной состав, опустив свои эксперименты с уаками и переделками кукол. Может быть, они появятся в следующих обзорах коллекций. Кто знает. По сравнению с другими коллекциями кукол, моя может показаться довольно небольшой, да и растет она довольно медленно. Это все потому, что куклы в нее отбираются тщательно, и почти никогда ее не покидают. Хотя, конечно, есть еще большое множество кукол, которых я хотела бы приобрести и добавить на свои полки. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.